Итак, сегодня будем готовить с вами куриные котлеты. Вы скажете, что это не турецкая кухня, но не всегда же надо готовить именно турецкие блюда. Иногда можно приготовить что-нибудь наше, русское, родное, чтобы угостить наших любимых турков, наших мужей и их родственников, в общем, нашими блюдами. Приступаем к нашим котлетам. Вот, как видите, я сейчас режу куриное филе мелко. Вы можете, если у вас есть какие-нибудь приспособления, это дело не ножиком, а порубить, но у меня его нет, поэтому я ножом режу вот так вот мелко на такие вот кусочки. Окей, сейчас я порежу и вернусь к вам снова. Вот наш фарш и готов. А сейчас берем сыр и трем его на терку. Вот теперь мы натерли сыр. Я люблю его чем побольше, поэтому, может быть, его многовато, но вы можете немножко поменьше, это уже на ваше усмотрение. Окей, следующее у нас луковица. Берем луковицу и мелко-мелко режем. Вот такая луковица у нас среднего размера. Сейчас мы ее мелко порежем. И вот он, наш лук, очень-очень-очень мелко мы его порубили. И сейчас тоже отправляем в наш фарш. А сейчас добавим в наш фарш побольше зелени. У меня это петрушка и укроп. Кстати, такой полезный совет от турчанок, скажем так. Они перед тем, как использовать зелень, обязательно моют ее в тазике с водой, куда добавляют уксус. То есть в течение где-то 5 минут они оставляют всю эту зелень в этом тазике. Вот. Это для того, чтобы всякие бактерии, какие-то паразиты, которых мы можем не видеть, чтобы они погибли. В общем так. То есть они считают, что так более правильно. Поэтому я тоже взяла это на заметку и, в общем-то, мою таким образом эту зелень. Все, режем сейчас. Режу я не очень мелко. В отличие от лука, режу я это так покрупнее. Но это тоже на любителя. Если вы не любите таким образом, то, пожалуйста, можно и помельче. Окей. Боже, какой запах. Петрушка, вот реально. Петрушка же имеет эфирные масла. Я вот прям сейчас стою и балдею. Это как, я не знаю, как парфюм какой-то, но такой натуральный, но очень-очень насыщенный. Супер. Кстати, да, чем побольше зелени. Весна пришла, еще пока в некоторых странах нету фруктов и овощей, поэтому от витаминоза. Следующий этап. Мы добавляем 2 столовые ложки крахмала и 2 яйца. Но я посмотрю по массе, возможно, добавлю еще. Все, размешиваем, все хорошенечко. Посолили, поперчили. И для того, чтобы куриное мясо стало более нежным, я добавляю сюда пару ложек йогурта. Это может быть кефир, либо сметана, что есть. Мешаем. Боже, запах. Я готова есть это в сыром виде. Действительно пахнет очень вкусно, очень-очень аппетитно. Вы можете контролировать, насколько жидкое либо густое ваш фарш. То есть при этом можете добавить крахмал, либо муку. Батон можно тоже добавлять. Но я это все добавлять не буду. Этот раз будем так готовить. Еще у меня просьба к вам. Я уверена, что каждый из вас готовит эти куриные котлеты по-разному. Я бы хотела узнать, как вы их готовите, какие особенности у вас. Поэтому, если вам не сложно, пишите рецепты в конце, в комментариях. Я буду очень-очень вам признательна. Спасибо. Вот и все, ужин готов. Вот эти котлетки я делала в духовке, а вот эти на сковородке. Есть 2 варианта. И очень-очень даже вкусно. Все, всем приятного аппетита. Не забывайте про группу ВКонтакте, обязательно заходите, там куча рецептов. Все, всем пока!